Путин жестко обратился к Западу и заявил о развале России. Кремль озвучил свой план. Это произойдет уже до конца года. Выжать максимум. Восточный фланг в состоянии повышенной готовности. Оборона или подготовка к нападению. Все расскажем. Власти призвали к протестам. Голосование за будущее страны сорвано. Чем закончилась самая жестокая драка прямо в парламенте. Захват европейских столиц. Москва раскрывает карты в прямом эфире. Что происходит и к чему все идет? Практики, от которых мороз по коже. Депутат раскрывает страшные тайны, о которых не должны были узнать. Досмотрите. Об этих и других самых главных событиях утро четверга, 18 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Орешник снова достали из шкафа, и это не про оружие, а про сигнал. Российский диктатор заявил, что ракету средней дальности «Орешник», получается, уже в течение нескольких недель введут в строй. И параллельно назвал чушью разговоры о том, что Россия угрожает Европе. Действительно, как это связано. При этом он напомнил о первом применении «Орешника» ударе по Днепру 21 ноября 2024 года. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Кремль продает картинку «У нас все новое и готовое», чтобы давить на Запад и держать всех в напряжении. В ту же линию укладываются и заявления из Минска. Александр Лукашенко ранее демонстрировал макет «Орешника» и говорил о размещении комплексов в Беларуси до конца года. Ну а мы с вами несколько дней назад говорили о докладе украинской разведки о том, что «Орешник» разворачивается в Европу. К тому же тут угроза становится мультинациональной. Про каких таких партнеров говорит кремлевский диктатор? КНДР, Китай, Иран? Как думаете? Пишите в комментарии. Но это еще не все шедевры от диктатора. Европейские дипломаты и политики теперь отделены в особую касту. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Какая будет реакция Европы и будет ли вообще, как теперь, подписывать договоры или говорить о мире с таким человеком? Все мысли, я напомню, ждем в комментариях. Европа собирается реагировать уже, а восточный фланг НАТО решил перестать просить и начать требовать. В Хельсинки прошел первый саммит стран восточной границы Евросоюза. Польша, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Болгария. Лидеры приняли совместную декларацию и договорились продвигать флагманский проект защиты восточной границы Eastern Flank Watch, то есть общую систему усиления обороны и безопасности от севера до юга. Мы, разумеется, приняли предложение возглавить работу этой группы совместно с Финляндией. Мы также примем премьер-министров этих стран в Варшаве и в Польше. Но речь здесь, по сути, не о встречах. Эта группа сможет, извините за выражение, выжать максимум из Европейского Союза, когда речь идет о защите нашей границы. У нас уже есть действительно хорошие результаты, но теперь это, вероятно, будет еще более эффективно. Дональд Туск после встречи сказал, что этот формат уже помогает выбивать финансирование на инфраструктуру обороны, и граница Польши, а значит и Евросоюза, должна становиться безопаснее месяц за месяцем. И еще один акцент. На фоне встреч о замороженных российских активах Туск назвал это моментом, когда будущее войны будет зависеть от единства Европы и США.
Ужасные истории из женских СИЗО. Если вы думаете, что видели все, вы ошибаетесь. Практика, от которой мороз по коже. Теперь об этом заговорили и в парламенте. Но есть ли шанс, что что-то изменится? В казахстанских следственных изоляторах всплыла практика, связанная не только с условиями содержания там женщин. По словам депутатов, смертность в следственных изоляторах и колониях достигла тревожных масштабов, и медицинская помощь нередко оказывается ненадлежащим образом. Задержанных и осужденных оперируют в наручниках. Женщины рожают в наручниках. Это не преувеличение и не слухи, это годами сложившаяся практика. И эта практика не предусмотрена законом. Ни один закон не разрешает держать человека в наручниках, когда он находится под наркозом, после операции, во время родов. Это произвольное ограничение прав, прямое нарушение Конституции. Депутат требует разобрать причины смертей, проверить качество медпомощи и законодательно запретить применение наручников при хирургических операциях и родах, а также подключить к этому вопросу уполномоченного по правам человека. То, что должно было остаться между тобой и твоим компьютером, сейчас может появиться у всех. Похоже, у Pornhub обнажилась проблема. Хакеры грозят выложить данные премиум-пользователей в сеть. Группировка Shiny Hunters заявила, что украла информацию и требует выкуп в биткоинах. Не заплатят — слив в публичный доступ. По данным журналистов, в утекших записях могут быть имейлы, геоданные и самое чувствительное — история просмотров, поисковые запросы, ссылки и названия видео. При этом важная оговорка: Pornhub признает инцидент, но утверждает, что взломаны были не его системы, а данные у стороннего аналитического подрядчика Mixpanel, с которым платформа работала до 2021 года. Компания подчеркивает, пароли и платежная информация не затронуты. Reuters пишет, что смог частично подтвердить подлинность образца данных, но масштаб в сотни миллионов записей остается заявлением самих вымогателей, а не официальной цифрой. Будем ждать или будем платить? Простоквашино со вкусом диктатора. РБК опубликовал первые кадры из серии мультфильмов, где Владимир Путин нарисован рядом с дядей Федором, Матроскиным, Шариком и Печкиным. И это не новый состав Кабмина. Подлинность кадров, по данным издания, подтвердил источник на медиарынке, а Союзмультфильму уже отправили запрос. И это не внезапный слив, а продолжение июньского анонса. На Питерском международном экономическом форуме председатель Совета директоров Союзмультфильма Юлиана Слащева говорила, что такой персонаж должен работать как инструмент мягкой силы, продвигать Россию и ее культуру за пределами страны. Теперь вопрос один: это мультик для детей или очередная попытка упаковать пропаганду в ностальгию? Берлину, Парижу и Вене приготовиться. Вас идет захватывать российская пропаганда. Соловьев лично. Сначала он вернется из захваченного Покровска, Купянска и Киева, а потом уже планы на Вену. В очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый Богом город. В очередной раз нам придется входить в Париж. В очередной раз нам придется освобождать Вену. Если, австрийцы, может быть, и одумаются. Это не значит, что мы это хотим. Но один из принципов, который постулировал наш верховный главнокомандующий, вот когда нас уже вынуждает, тогда мы действуем. Недоволен войной? Как это так? Наверное, тебе платят из-за границы. Дмитрий Нагиев сказал, что зрители устали от военных фильмов, и ему уже несут иноагента. Депутат Курской облдумы Дмитрий Гулиев написал обращение в Минюст и Минкульт. Просит проверить актера на иностранное влияние и ограничить его участие в проектах с господдержкой. Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Теперь Минюсту предлагают решать, это мнение артиста или уже угроза государству. Винодельни попали под раздачу. Прорыв российского вина в США закончился в канализации. МИД Украины приветствовал решение организаторов Сан-Франциско International Wine Competition полностью отстранить российских участников. 15 виноделин из РФ дисквалифицировали на конкурсе 2025 года, а присланные образцы пообещали не допускать к жюри и просто вылить. По данным МИД, причина — нарушение санкционного режима США, введенного из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Российская пропаганда пыталась
подать первоначальный допуск как знак ослабления изоляции и даже проталкивала хозяйства, которые связывают с винной империей кремлевского диктатора на Черном море. Но организаторы признали участие российских вин ошибкой и подтвердили, из-за действующих ограничений США российские компании не имеют права участвовать в таких мероприятиях. Кровь за статьи, жертвы за голоса, битва не на жизнь, а на смерть за бюджет. Все за людей. В парламенте Болгарии оппозиция кричала о воровском бюджете и призывала людей выходить на протест и блокировать голосование. Власть в ответ настаивала, без продления бюджета не будет гарантий по зарплатам, соцвыплатам и финансовой стабильности, а значит, сотни тысяч семей и людей с инвалидностью окажутся в подвешенном состоянии. Мы стали свидетелями самого наглого голосования в этом народном собрании. Мы призываем всех выйти на протест, чтобы заблокировать этот произвол и не дать им украсть 20 миллиардов за счет долгов, заложенных в этом бюджете. А потом спор вышел из микрофонов, лидер одной партии ударил в лицо депутата другой, прямо в зале заседаний. Спикеру пришлось объявлять перерыв, чтобы хоть как-то вернуть порядок. Чем Роскомнадзор отличается от Евросоюза? ЕС не может что-то запретить или отменить полностью. В каждом вопросе Союз идет на компромиссы. Брюссель впервые отступил от самой жесткой автомобильной линии на 2035 год. Они решили, не без помощи крупных автопроизводителей, оставить лазейку там, где раньше обещали 0 исключений. Суть разворота такая: полный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных машин с 2035 года смягчают. Вместо 0 по выхлопу для всех цель на уровне 90% снижения СО2 на весь автопарк. То есть, по факту, 9 из 10 новых машин должны быть электрическими, а оставшимся 10% дадут гибкость, компенсируют которую будут либо за счет устойчивых возобновляемых видов топлива, либо за счет чистой стали, произведенной в Европе. Ключевой момент здесь в том, что мы находимся в разгаре по-настоящему масштабного перехода, трансформации, если хотите, и в рамках этой трансформации Китай агрессивно конкурирует в ключевых технологиях, в том числе в сфере электромобилей и аккумуляторов, тогда как США продолжают опережать нас по производительности и инновациям как минимум в ряде секторов. Это решение стало итогом сильного лоббистского давления со стороны автопрома и стран ЕС, включая Германию и Италию. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.